шок – это по-нашему. Сегодня у нас шокирующее видео о матери-героине, об орхидее матери-героини. Мать года – так ее называет владелица Анна Косолапова из города Санкт-Петербург. Привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра», на канале, разрушающем стереотипы ухода за орхидеями. Десятки тысяч зрителей из разных стран мира, из разных уголков мира и континентов используют методы ухода за орхидеями этого канала. Сегодня мы снова побываем в гостях, на этот раз в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. Сегодня мы познакомимся с орхидеей, которая показала парадоксальный скачок в развитии после того, как условия ее содержания и уход за нею были изменены. Наше знакомство с Аней состоялось чуть более полугода назад в комментариях под видео. Но только с началом осени условия содержания орхидей по-настоящему изменились. Муж Ани установил для них дополнительное освещение. Что из этого получилось, сейчас мы узнаем из первых уст, послушав рассказ Ани. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Классика орхидейного жанра». Меня зовут Анна, и сегодня я расскажу вам про свои результаты после ухода по Наташиным рекомендациям. Я живу в городе Санкт-Петербурге, и за окном у нас стандартная питерская осень. Это когда небо постоянно затянуто серыми тучами, постоянно идет или дождь, или какая-то морось, или какая-то взвесь висит в воздухе, солнца нет вообще. Солнце может не выходить просто неделями. Слава богу, вот муж сделал мне лампы. Это тоже после просмотра Наташиных видео. Вот показываю конструкцию. То есть у нас стандартный стеклопакет. Вот он вкрутил такие крючочки, к ним прикрепил цепочки, две лампы соединил вместе. И вот у нас такие лампы, как бы они на ширину всего подоконника. Прикрепил сам тоже к ним эти провод. И здесь вот удобно можно включать. Вот. После того, как появилась досветка, конечно, результаты не заставили себя ждать. Надо сказать, что весной я решила все свои орхидеи пересадить. Орхидеи у меня где-то, наверное, вот как мы поженились, переехали, и мне подарили первую орхидею. Это было 9 лет назад. Соответственно, вот она, моя самая старенькая орхидейка. Я их не пересаживала до этой весны. Соответственно, вот тоже одна из моих стареньких орхидеек. Ну, остальные тут уже помоложе. Вот это тоже из стареньких орхидейка. В общем, я решила навести порядок и их пересадила. Но знаний у меня было мало. Я тогда еще только-только нашла Наташин канал, смотрела и другие каналы тоже. И там, в общем-то, я бы сказала, что допустила, конечно, много ошибок. Но я думаю, эти основные ошибки были потому, что я просто не умела понимать орхидеи. А сейчас, вот благодаря просмотру видео, которое нам предлагает Наталья, мне кажется, я научилась вот самому главному, что, ну, по крайней мере, начинает тоже это проявляться, то, к чему нас пытается Наталья приучить, это видеть и понимать именно свою орхидею. То есть анализировать, да, листья, корни, там, ее состояние и делать вывод самостоятельно и корректировать уход для орхидей. Сейчас, мне кажется, я уже начинаю чувствовать свои орхидейки. Главная виновница моего рассказа вот эта вот орхидея, которая получила у меня прозвище «Мать года». И она требует отдельного внимания, отдельного особого рассказа. Вот в настоящий момент эта орхидейка у меня растит 1, 2, 3, 4 детки. Началось все с того, что давным-давно, когда еще, ну так скажем, подарили мне ее, сейчас вот посмотрю, тут у меня в 2018 году, на 8 марта мне ее подарили. Это орхидейка мультифлорка, белая, с розовой губой.
Мне ее подарил муж на 8 марта, и она у меня цвела достаточно долго, много цветочков. Вот у нее цветоносик, с которого она цвела. Затем она еще выпускала цветоносы, тоже цвела с них. Я их отрезала, вот, когда она отцветала. И в один из годов, это, наверное, было в 2020 году, я заметила, что вот орхидейка отцвела. Вот у нее тут было вот ответвление даже пробужденное. Она цвела, потом она отцвела. Но на кончике этого цветоноса отцветшего пробудилось нечто. Как впоследствии выяснилось, это была детка. Но не эта детка, которая сейчас на этом месте висит. Это была другая детка, первая. Она выросла большая. И у меня был даже момент, когда две детки одновременно цвели, детка одновременно и мама цвели на орхидейке. То есть детка висела здесь, и она выпустила цветоносик, и мама выпустила цветоносик, и они вдвоем цвели. Это было очень красиво. Потом детка, она уже была большая, у нее было тоже там где-то 4 листика, наверное, 5 корешков. И еще с цветущим цветоносом я ее отделила, поставила в водичку. Она у меня в этой водичке прекрасно существовала, цвела. И потом я ее в таком виде подарила своей подруге. И орхидейка сменила место жительства. Где-то через месяц, через неделю после отделения детки, вот с этого вот цветоноса, вдруг ровно на этом же самом месте появилась еще одна детка. Я сначала даже не поняла тоже, что это. Ну, не может же быть такого. Ну, уже меристема использованная. Нет, появилась снова детка. Она росла на том же самом месте. И вот она выросла за где-то... Так, сейчас я вам скажу. Я отделила детку где-то, наверное, в декабре 2021 года. И вот с тех пор вот детка достигла вот такого вот размера. Когда я стала смотреть видео Натальи, я вот сделала ей такую тоже конструкцию, как у Натальи рекомендуется, да, маленький стаканчик 50 мл, разрезала, туда положила мох, туда поместила корешки, они были тогда маленькими, поменьше. Вот, но они уже были достаточно большие, и они туда полностью не поместились, то есть нужно было их как-то загибать, я их не стала ломать, и они вот у меня стали все равно в разные стороны расти, но там внутри горшочка тоже есть корешочки. В целом я этой конструкцией довольна, потому что хоть корешки и убежали, но все равно там внутри задерживается влага. Когда я опрыскиваю, туда она попадает, и орхидейке это нравится. Вот, когда я переехала сюда, у орхидейки, вот в сентябре этого года, после возвращения моего с лета, у орхидейки было вот эти вот 3 листочка. И, в общем-то, все. И только после того, как она получила подсветку, стала получать регулярные опрыскивания и смазывание тоже соком алоэ, она выпустила цветоносик. Такой тоненький он. И еще она нарастила новый листик. И вот она еще растит новый корешочек от шеи. Дальше, значит, возвращаемся немножко в прошлое к нашему рассказу. Появилась, когда уже на вновь срезанный детку одну я отделила, и новая вот эта вот детка появилась на том же самом месте. Но на этом наша орхидея не остановилась. Где-то через несколько месяцев она начинает пробуждать почки. Я вся в счастье, весна, пробуждаются почки, я в полной уверенности, что это цветоносы. Но не тут-то было. На этом цветоносе вот она пробудила вот эту почку. На этом цветоносе она пробудила даже 2 почки и начала растить 2 детки. Но я тогда посчитала, что ей это не вытянуть. И одна вот здесь была детка на краешке цветоноса. Я просто отрезала чуть-чуть цветонос, и у меня осталось вместо 4 3 детки. Вот это и вот это. Они тогда были маленькие, крошечные, вот такие вот. И я стала наблюдать, что же будет. Они росли потихоньку, но когда я уехала на лето, они имели вид как бы одного такого длинного листика. Ну, в общем, как вот здесь, только это был чуть поменьше. Вот такой листик и вот такая вот маленькая штучка. Вот. И корешки они начинали растить. За лето, пока меня не было, они нарастили корни. И когда я приехала, они, в общем-то, в таком и были виде. Да? То есть это вот уже такая большенькая. У этой был 1 листик. Вот. Но это было 3 листика. И вот я приехала, начала мазать
соком толстянки, соком алоэ, начала опрыскивать, появился свет. И что орхидея придумала делать? Орхидея пробуждает на этом цветоносе еще 2 почки. Тогда я уже под наветом Натальи не стала ничего удалять самостоятельно. Думаю, ну, значит, она так себе посчитала, что она справится. И орхидея вот эту детку продолжает растить, а вот та детка замерла. Почечка так и замерла, и не стала развиваться. Вот уже этой детке, ну сколько получается? Где-то месяц-полтора. Вот она растит маленький корешок. Я тоже все время, когда мажу орхидейку, то и детки тоже смазываю соком алоэ. Эта орхидейка за 1,5 месяца нарастила 2-й листик, который уже почти сравнялся по размеру с первым. И нарастила, у нее было 2 корешка, она вот растит еще 2. Эта орхидейка, эта детка, она этот листик подрастает, 2-й пока не растит, но она занялась усиленным ростом корней. Здесь вот у нее тоже корешок еще один пробудился. Вот этот корень вообще ушел в субстрат, такой длинный вырос. И вот этот еще корень растет. Так что, ну, на этом наша мать не остановилась. У нее не только есть время на детей, но и у нее еще есть время на саморазвитие. Поэтому наша мать растит себе сама лист новый. Это все одновременно тоже случилось. Она растит очень много корней от шеи и очень много корней в горшке у нее растет. Но и она еще придумала растить цветоносы. Да не один она выпустила, а она выпустила их вообще 3. Вот. Один вот. Вот это 2-й. И еще вот здесь внизу был еще маленький, еще один цветонос. Но она его тоже не стала развивать. Причем, что интересно, вот этот вот цветонос, он выходит из той же пазухи, что вот этот старый цветонос. И, как, собственно, нам Наталья и показывала в одном из видео, 2 цветоноса из одной пазухи. Для меня это раньше был невозможно, шок, что это такое. Сейчас это вот моя реальность. И вот здесь вот у нее цветонос выходит из одной пазухи с корнем. Сейчас я вот здесь поверну, уже цветоносик здесь вышел из-под листика. Вот он. Поэтому вот я раньше думала, что так только у других бывает, но нет. Вот теперь и моя орхидея такое вытворяет. Конечно, при таком усиленном развитии я понимаю, что ей нужно очень много воды, поэтому ее я купаю чаще других. Фрагменты видео, которые вы только сейчас посмотрели, были отсняты ровно 2 недели назад. Тогда, в силу обстоятельств непреодолимой силы, видео я сделать не смогла. Зато теперь вы сможете посмотреть, что стало с матерью-героиней спустя 2 недели после этих съемок. Хотела снять для вас видео, как я купаю детку орхидеи, которая у меня здесь висела. И в процессе подготовки к купанию я по своей неосторожности отломила орхидею, детку, и она теперь у меня отделилась вынужденно. Ну, в общем-то, я не расстроена, потому что она уже очень большая, конечно, и ей, в принципе, уже пора. По меркам, по всем, уже у нее листиков достаточно, и корней огромное количество, и цвести она хочет. Но хотела я ее попозже отделить, ну ладно. Но хочу отметить, что это не из-за купания, а из-за моей неосторожности просто при подготовке, потому что у меня вот таким вот крючочком здесь было прикреплено, и я начала откреплять и слишком сильно повернула, и, в общем, она у меня отломилась. Вот. Так что прошло вот 2 недели с тех пор, как я снимала последние видео про мать года. Вот можно оценить, как орхидейка подросла за это время. Она уже подрастила вот этот листочек. Какой вот у нее цветонос уже огромный стал. Просто гигантский. Уже даже здесь вот бутонизация началась. Вот. И вот здесь вот, когда она вот так вот висела кверх ногами, я все не знала, что же это у нее вот здесь рядом с цветоносом наклюнулась такая маленькая штучка, и долго-долго ничего из нее не показывалось. Вот показался корешок, и вот уже такой большой он вырос. Вот. Сейчас оценим, как за 2 недели
сама мать года у нас преобразилась. Ну что ж, здесь вот подрос у этой детки просто корешок. Вот у этой детки эти два листочка практически сравнялись по размеру. Я бы сказала, что одинаковые. И тоже вот она еще здесь подрастила корешок. Вот эта детка тоже подрастила корешок. И подрастила листик еще побольше. Вот. И цветоносы самой мамы, они уже вот вылезли из-под листьев. Вот такие. Вот один такой большой цветонос. И вот здесь вот у нас. Да, вот он. Цветонос. Тоже уже показался из-за листика. Вот, сфокусируюсь. Вот у нее получается два цветоноса. Симметрично. Ну, с двух сторон вот они идут. Один сюда идет. Вот. И она тоже подрастила свой лист. И нарастила вот здесь вот корешочек. Так что продолжает заниматься саморазвитием тоже. Вот раз уж у нас тут такая случайность произошла, я решила ее сразу посадить, эту детку. Вот. И соорудила ей такую посадку из того, что было. Вот в бутылку обрезанную, сделали дырочки. И здесь у меня мох, тот, который у нее был в корешках. И, кстати, вот его даже и не видно. А вот здесь как раз. Вот. И керамзит и кора. Вот сколько корней было у орхидеи. Даже они вот все торчат. Я попыталась максимально их в посадку укомплектовать. Вот. Подсадила сразу деток каланхоя. Уже большеньких. Ну, не знаю, может быть, примутся. Вот. И когда... Вот тут ее не заглубить сильно, эту орхидею, потому что из-за цветоноса. Вроде бы хотелось бы как-то и поглубже подсыпать грунт еще, но вот орхидея прям... Цветоносик прямо здесь упирается. Может, наверное, подрежу еще потом бутылку здесь, чтобы не травмировать. Вот здесь такой корешок с дугой. Это он вылезал из маленького стаканчика здесь. Вот. И когда я достала, видите, вот оказалось, что еще с другой стороны маленький корешок она растит. Вот эта сторона была не видна. Вот эта только была нам видна. Так что детка молодец. Будем надеяться, что она в этой посадке хорошо примется, здесь ей понравится, и она свой цветоносик распустит. Конечно, волнительно, когда такие неожиданности происходят. Особенно волнительно за цветонос. Но будем надеяться, что все будет благополучно. А у орхидеи мамы я решила вот большой цветонос, на котором висела детка, совсем обрезать. Потому что, честно говоря, уже устала от ее детей многочисленных. Потому что, как показала практика, из каждой щелки она растит детку, из каждой почки просто. И мне уже... Куда мне столько деток? С этими бы разобраться. Поэтому я пресекла на корню возможный дальнейший рост из этого цветоноса. Вот, ну, посмотрим, как она будет дальше всех своих деток растить и как она зацветет при этом. Жду, что будет, жду цветения, жду с интересом, как это все будет развиваться дальше. Ну и в моей коллекции это точно мать года. Но вот, девчонки, пожалуйста, у кого есть еще, может быть, в коллекции орхидея, которая может потягаться с моей названием «Мать года», может быть, кто-нибудь тоже какой-нибудь рассказ снимет и посмотрим, кому вручать премию «Мать года» из орхидей. Но вот у меня это однозначный чемпион. И такого я вообще никогда не видела. Но это неудивительно, потому что у меня опыт мал. Такова мощь и сила, таков потенциал орхидеи, если для нее создать соответствующие благоприятные условия и обеспечить ее должным уходом. 5 деток на цветоносах,
одна из которых собирается цвести. Одновременное интенсивное развитие орхидеи мамы, рост нового листа, корней и 2 новых цветоносов. Вы когда-нибудь такое видели? Если видели, напишите об этом в комментариях. Ну а если вы такого никогда не видели, поддержите орхидею-мать-героиню в комментариях под этим видео. В одном из следующих видео Анна более подробно расскажет вам о тех условиях, которые она смогла организовать для своих орхидей, и о том уходе, который им обеспечила. Ну а я еще раз выражаю огромную признательность тем, кто захотел научиться понимать свои орхидеи. Ну а теперь пришло время напомнить вам, что 21 минуту вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.